Настя! Настя! Ну чего ты? Глупая. Я думала, что ты меня одну в лесу бросил. Вот еще, выдумает. Пошли. Ручеек, ручеек, не глубок и не широк. Он бежит по полям, в море, белым кораблям. Положи назад. Да пусть возьмет. Ты что ж думаешь, он для себя берет? Для Наськи Редкиной. Тоже нашел себе подружку. Отец, понимаешь, первейший лодырь в колхозе. И девчонка уже приучает к дармовщине. Он не лодырь, он больной. Все они, Редкины, на работу больные. Положи, говорю. Ступай. Настя, Егорка пришел. А ну его. Здравствуйте. Егор Петровичу, почет дорогому гостю. Присаживайся на чаек. Настя, идем в школу. Не пойду, дождь идет. Дождь перестал. На лошади поеду, пешком не пойду. Барыня. Ничего не барыня. А почему березовских ребят возят, вертошинских возят, а мы должны 3 километра пешком идти? Так все же лошади на дровозаготовках. Ну и пусть. А вот простой твой отец, дитя, тогда будет отвечать. Правильно, Стась Степановна, правильно. Да вы бы уж не говорили, дядя Степан.
Сами же провалили дровозаготовку. Но ты, я не проваливал. Я больной. Настя, Раз мы такие плохие, может, со мной не водиться. Настя. Настя. Знаешь что, Егорка, ты достань еще пирога и приходи ко мне. У меня подсолнухи жареные есть. Нет. Сегодня нельзя пропускать. Анна Васильевна нам будет про Африку рассказывать. Ну, вам большим всегда про интересное рассказывают. Она мне на Владимировна будет букву Ф объяснять. А ты знаешь на Ф какие слова есть? Форпост, фортификация, форштевень. Самые боевые слова. Ты без них ни одной книжки про корабли не прочитаешь. А я не хочу про них читать. Про корабли? Я только про них и читаю. Вот когда вырасту, буду корабли строить. Буду на них сам плавать. Ну и плавай себе на здоровье, а нам и здесь весело. Тебе б только веселиться. Ну ты в школу идешь или нет? Нет. Ну не хочешь, как хочешь. Пойду с Машей Трушиной. Егорка, постой. Я тоже пойду. Вот молодец. А твоя Машка рыжая, она творог у матери ворует. Ну чего ты? Мне страшно. Да ну что ты глупая, я же с тобой. Страшно, вон оттуда. Какой ты храбрый. Это что, я раз волка встретил. Да ты не бойся, я как глянул, сразу убежал. Кто убежал, ты или волк? Конечно, волк. Буду еще от волков бегать. Ну, пойдем. А ты мне что-то обещал. А? Тебе с грибами или с повидлом? С повидлом. И с грибами. На, держи. Только не испачкайся. А ты? Я сытый. Это мой трон, а я царевна. А вокруг тебя несметные полчища змей Горынычей. Я освобожу тебя! Вперед! Ага! Гады! Вот ты где! Вперед! Ура! Ага!
хорошо в лесу. А в городе лучше. Ты же не была в городе. Ну и что не была? А там метро, трамваи. Вот когда поедем в Ленинград, тогда я такой билет куплю, чтобы весь день на метро ездить. А разве мы вместе поедем? А как же? Это ты только сейчас говоришь вместе. А возьмешь и с рыжей Машкой поедешь. С Машкой, тоже сказала. С ней задачки решать интересно, а так? Очень она мне нужна. А я тоже научусь задачки решать. Нина Владимировна говорит, что я способная. Да я всегда буду тебя с собой брать, даже если в Африку поеду. Знаешь, как там интересно? Жарище, пальмы, а слоны бегают, так как у нас собаки. Ты понимаешь, Егорка, я почему-то не люблю слонов. Мне кажется, что я их боюсь. Ну что ты, они добрые. Холодно. Дыши носом. Я и дышу носом, дурак какой. Я дальше не пойду. Ну что ты, Настя? Кто же сворачивает с полдороги? Я устала и не дойду. Да вон же школа. И назад дальше, чем вперед. Ну и пусть, а назад я меньше устану. Какие вы, Редкины, балованные. А вы, Позднякова, ни себя, ни людей не жалеете. Да мы-то как раз жалеем. Меня папа не учил. Коль куда идешь, обязательно должен дойти. А то раз свернешь с дороги, другой раз, и тогда никуда во всю жизнь не дойдешь. Пойдем. Не плачь, мама. Я работать стану. Проживем и ребят вырастим. Здравствуйте, дедушка Илья. Здравствуй, Егор. С чем пожаловал? Ваш подручный в армию ушел. Возьмите меня. Мне надо работать. Матери одной не справится. Взял бы я тебя, Егорушка. Да больно ты мелковат. Поди селенок не хватит. Ну, брат, может, у тебя в костях и невелика сила. Зато главной силы не занимать. Вот не думала, что ты такой сильный, Егорка. А ну-ка, подручный, за дело. Не.
Ну, до свидания, дедушка Илья. Значит, завтра едешь? Да. Счастливого пути, Егор. Спасибо вам за все. Желаю успеха. Смотри, смотри, Егорка! Где? Дождик лей на меня и на людей, и на милого моего 40 ведер на одного. Кто это? Из дома отдыха. Сережка баянист и культурник Ковальский. Ой, веселый дядька. Привет, девушки! Здрасте! Привет, красавицы! Привет! Здорово! Привет! А ну-ка, Сережа, давай, чтоб согреться-то, а? Ого! Вот это оркестр! Лучшее средство от простуды. Разрешите мне поблагодарить вас. Вы танцевали вдохновенно. Вы даже сами не знаете, какой у вас талант. Да-да, нет, истинный талант. Знаете что? Мне как раз нужна партнерша для преподавания бальных танцев в доме отдыха. Как вы на это смотрите? Ну я же не умею бальные. Ну, пустяки, я вас быстро научу. Вы просто созданы для танца. Ну, конечно, бальные танцы – это не предел мечтаний, но для начала полезно. У вас
очень редкое чувство. Темперамент, заразительность. Приходите к нам в дом отдыха. Приду как-нибудь. Ну, а чего как-нибудь? Приходите сегодня. У нас концерт. Актеры из Малого театра приезжают. Посмотрите настоящее искусство. Не знаю. Егорка! Ну что ж. Так вы подумайте о том, что я вам сказал. Серега, бери баян, пошли. Чего это он? Не знаю. Привязался. Не уезжай, Егорка. Ты и так 10 лет учился. А корабли? Ну и без тебя построит. Неужто другого дела нет? Для меня нет. Я думаю, каждый должен делать то, без чего он не может жить. Вот я не могу без кораблей. А без чего ты не можешь, а? А я не могу без тебя. Чудачка. Ты знаешь, Егорка, я чего-то боюсь. Как же я одна? Возьми меня с собой, а? Нет, сейчас нельзя. В городе мне никого нет. Вдвоем будет трудно. А потом тебе еще школу надо закончить. А что ты думаешь делать после школы? Ну, к чему тебя тянет? Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Ой, я жить хочу. Жить, как в пляске. А может, ты артисткой станешь, а? А чего тут смешного? Почему ты не веришь в свои силы? Какой ты серьезный, Егор. Скучный, хочешь сказать? Нет. Мне с тобой никогда не скучно. А так ясно, ясно. А без тебя мне будет плохо. Я должен ехать, Настенька. Ты же знаешь, для меня самое главное в жизни – это ты и корабли. Корабли. Ручеек, ручеек. Ты бежишь по полям в море к белым кораблям. Возьми на память. До свидания, Настя. До свидания, Егорка. Ты пиши мне. Что же ты не поцелуешь меня?
Опять один компот? Да. Один компот. Пожалуйста. Получите, пожалуйста. Странный парень. Заказывает один компот и ест хлеб. Будьте любезны, посмотрите за моими вещами, а я выйду на минуточку прокомпостировать билет. Хорошо, хорошо. Вот мой чемодан и пакет. Пожалуйста. Хорошо. Виноват, это мое. А ну, поставьте чемоданы. Слушай, парень, побереги свою биографию. Ты ничего не видел и не слышал, и качай отсюда. Понял? Хулиганы, что они делают? Разрешите? Ай-яй-яй, подумать. Ваши документы. А на вид такой приличный человек и... Помолчите, помолчите, пожалуйста. Если б не он, ваш чемодан... Товарищ начальник, я вам могу кое-что сообщить об этом молодом человеке, но только не здесь. Хорошо. Пройдемте ко мне. Ага. Вы тоже. Такую драку учинили. А в какой поступали? В кораблестроительный. И сколько не добрали? 2 баллов. Ну что ж, надо ехать домой. Не поеду. А что же вы думаете делать дальше? Строить корабли. Судостроительный завод? Соедините меня, пожалуйста, с директором.
Здравствуй, дорогая Настенька. Ты прости, что долго не писал тебе. Все произошло не так, как думалось. В институт я не поступил. Сейчас работаю на судостроительном заводе. Теперь я знаю, как строят корабли. А в институт я все-таки поступлю. На будущий год снова буду сдавать экзамены. Напиши, как ты учишься, что нового в твоей жизни. Здравствуй, Егорка. Получила твое письмо. Очень жалко, что ты не поступил в институт. Я так была уверена, что ты поступишь. А я бросила школу и тоже поступила работать. Вам ничего нет. Пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите мне, девушка. Нет, наверное, не приняли. Ведь такой конкурс. Конечно, не приняли. Что же вы это, гражданин? Порядок нарушаете. Переходите в неположенном месте. Извините, пожалуйста. Ну как? Приняли. А я не знаю. Приняли? Ну, а как твои дела? Так? Я так почему ты знал, что А ты не ничего, все в порядке. Поздняков. Поздняков!
А все-таки приняли. Чего приняли? Меня в институт приняли. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, девушка. Ничего нет. Не может быть. Посмотрите еще раз, девушка. Нет. Вам еще пишут, товарищ. Так и не едешь домой? Нет, я на работу подрядился. Здравствуйте. Здравствуй, Вера. Почту принесли? А мне не от кого ждать писем. Так уж никто и не пишет. Нет, почему? Мать пишет раз в месяц. Вернее, за нее пишет демобилизованный старшина. И всегда заканчивает с боевым приветом. А это от кого? Нету сплясы. Что-нибудь случилось, Егор? А? Да. Вероятно, случилось. Ты уезжаешь? Да, уезжаю. До свидания. Егор Петрович, почет дорогому гостю. Проходи, проходи. Дядя Степан, где Настя? Красавица, красавица. Где Настя? Садись. О, брат, мы сейчас с тобой с приездом. Настя где? Брат, Егор Петрович, Настя далеко пошла. Теперь до ее рукой не достанешь. В доме отдыха работает. Трехразовым питанием пользуется. С большими людьми знакомств ведет. И родителей не забывает. Вон, глянь, что подарила. Это ее культурник устроил, Ковальский, Василий Игнатьевич, помнишь? Ковальский? Знал такого. А кто же его не знает?
ходовой человек, умелец, артист. Говорят, сейчас в Москву перебрался и хочет Настю забрать туда. А почему вы моих писем Насте не передали? А зачем смущать девку без толку? У тебя своя дорога гунет, своя дорога. Да. Так-то, вот, брат. Значит, не любила. Когда я уезжал, мне еще не проснулось сердце. А потом меня не было рядом. Ну и пусть. Пусть живет, как хочет. Сама выбрала этот путь. Но почему так тяжело? Подумаешь, тоже мучиться из-за нее. Спать. Не думать о ней. Спать, спать, спать. Не надо было оставлять ее одну. Ну, разве я виноват? Не мог же я ее взять с собой? Не прошло это у тебя, сыночек? Нет? Нет. Ты, видать, такой же однолюб, как и твой отец. Чего, сынок? Ты же только начинаешь жить. Еще встретишь хорошего человека и полюбишь. И будешь счастлив. Да. Я должен забыть ее. Ишь ты, не забыл. Нет, не забыл. Будь здоров, дедушка Илья. Простите, не скажете, где мне найти Редкину? Настю Редкину.